Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что Ferrari 812 Competizione делает экстремальный суперкар еще более диким. Ferrari представила свой последний суперкар 812. Competizione обещает добиться большей производительности от культового двигателя V12 итальянского автопроизводителя. Предлагается как в вариантах купе, так и в вариантах тарго, хотя каждый только в исчезающем малом количестве, каждый может разогнаться от 0 до 62 миль в час за 2,85 секунды и достичь максимальной скорости 211 миль в час. Для этого вам понадобится 6,5-литровый бензиновый двигатель V12, в данном случае мощностью 818 лошадиных сил и 510 фунт крутящего момента. Ferrari сочетает это с 7-й ступенчатой коробкой передач F1DT с ускорением переключения передач на 5%, независимым рулевым управлением всех 4 колес и почти идеальным распределением веса спереди-назад. Это значительный прирост мощности по сравнению с 812 Superfast, на котором основан 812 Competizione, особенно с учетом того, что двигатель Ferrari является безнадувным, а не форсированным. Автопроизводитель также увеличил красную черту до 9500 оборотов, добавив более легкие титановые шатуны и посадив коленчатый вал на диету. Полностью переработанные головки блока цилиндров и распределения также помогли с увеличением. Новая система выхлопных труб не только сдерживает вой Ferrari, но и добавляет фильтр твердых частиц бензина, чтобы поддерживать автомобиль в соответствии с последними правилами выбросов. Вторая пара резонаторов была добавлена во впускной тракт, чтобы лучше согласовываться с новыми выхлопами. Затем Ferrari обратила внимание на тормоза и, в частности, на их охлаждение, позаимствовав у SF90 Stradale систему, в которой воздухозаборники сочетаются с передними суппортами аэро. Между тем, основная решетка обеспечивает двигатель и кабину, в то время как новые решетки капота и вентиляционные отверстия переднего крыла означают, что вентиляционные отверстия под днищем могут быть уменьшены. Это означало большую прижимную силу в целом. Обращает на себя внимание отсутствие открытого заднего стекла. Впервые на серийном автомобиле Ferrari он полностью закрыт и теперь оснащен 3 парами вихревых генераторов. На них приходится 10% дополнительной прижимной силы, которой 812 Competizione пользуется по сравнению с 812 Superfast. Больше углеродного волокна внутри и снаружи, а также уменьшение веса трансмиссии помогает снизить вес более чем на 83 фунта. Наряду с первым использованием Ferrari 4-колесного рулевого управления появилась новая версия системы бокового скольжения SSE. Это гармонизирует управление электронным дифференциалом и DIF 3.0, контроль тяги, F1 трек, управление магнитореологической подвеской ECM-FRS, контроль тормозного давления при движении на пределе, VD, доступный в настройках Race City of Manhattan, и Virtual Short Wheelbase 3.0 для более быстрой езды. Снаружи впервые появились диски из углеродного волокна, в целом более чем на 8 фунтов легче, чем стандартные версии, наряду с более широкой передней решеткой и новыми группами задних фонарей. На задний бампер добавлен КОФ, при этом задний спойлер выше и выглядит шире. Внутри большая часть эстетики 812 Superfast перенесена. Тем не менее, 812 Competizione имеет более легкие компоненты, урезав часть габаритов, например, подлокотники, но также вернув ключевые детали Ferrari, такие как тема редуктора. Версия автомобиля Targa 812 Competizione A имеет съемную панель из углеродного волокна, которую можно убрать в сам Ferrari. Ни слова ни о ценах, ни о том, сколько автомобилей Ferrari планирует построить. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.